якесь м'ясо їсть, я не розумію, що ти там сидиш. Куди? Чек, надо мне пойти свою достать. Я утром буду ловить. Да. И они уже там пару штучек приехали чуть пораньше. Я бачив десь в Фейсбуці отакі самі собаки, якась. Офигеть, как они противно квакают. Якось не по-украински. Ну. Всем привет! Этот ролик, я знаю, что некоторые из вас посмотрели год назад. Дело в том, что с ним случилась проблема. YouTube его забанил, и он у меня, так сказать, валялся как бы спрятанный. Я его решил переделать, мне все-таки жалко, поездка была интересная, своеобразная, так что кто посмотрит, может быть, второй раз, уж потерпите, поддержите просмотр. Ну, а добавилось у меня как минимум за то время 1008 новых подписчиков, поэтому 100% они тоже не видели. Скажу вкратце за прошлый ролик. То есть объявилась, оказывается, эта женщина, которая вроде бы потерялась. Но подлянка оказалась еще больше. Оказывается, она меня просто поигралась со мной, типа подружила, а потом просто заблокировала. То ли ей какой-то очередной ролик не понравился, то ли непонятно что. В общем, всю подлость женскую я и раньше уже догадывался. И последние все вот эти знакомства, давай помоги, да там это самое. Больше я в эти игры не играю. Я 10 лет назад себе зарекся. Я не буду с нашими работать. Чего я знаю? Вот Света виновата. Со Светой все так удачно сложилось. Я думаю, ну, значит, не все такие женщины уж так тяжело с ними. Оказывается, нет. Света это была просто удача. Мы с ней просто идеально проработали. Короче, смотрите ролик, как-нибудь все расскажу вам. Думаю, домой я поеду с кукурузой, бля. Целое поле. Говорит, Юра мне, едь прямо, там будут ребята. Главное, чтобы дикие кабаны не были. Хотя уже пофиг. Блин, там толпа будет, я не знаю, я сразу, наверное, не смогу снимать, что я зайду, скажу, здрасте, вот я блогер, блин. Как-то надо аккуратно сначала познакомиться. Дин-дин-дин-дин. Кукуруза. Блин, и спелая, представляете? Сколько тут домов можно построить. Ну да, где ж потом кукурузу сажать? Прям как в Україні. Аж щось захотілось українською порозмовляти. Кажу вам кукуруза. Да, сказал прямо, блин. Прямо так прямо. Но руль надо держать. Якесь м'ясо їсть, я не розумію, що ти там сидиш. Куди? Я багато їм, я теж багато їм. Це не важно, але ходи. Мне когда фотку высылали этого места, я думал, что озеро. Оказалось речка, Тибр. Но это она еще не такая грязная здесь, она еще до Рима не дошла. За 20 лет первый раз такая вылазка, а вообще у меня вся молодость так прошла. Чек, надо мне пойти свою достать. Что-то поймал, че? Так, дерево, вот там сесть. А я с короткой, с поплывка что-то увижу. Ну, тут не йде поплавок, а я на фідер ловлю. А я звідки знав. І що? Я поплывок не вижу. Это не рыба. Это полетел груз от удочки. Чужой вижу поплавок. Где мой? Подтянуть может. Вот теперь мой поплавок видно. Видите, здесь речка, кто-то его тянет. Кстати, все постеснялись так сниматься прям для ютуба как бы. Вот это сын этого Юры, что он меня пригласил. И тот Юра тоже когда-то делал канал на ютубе, ну там по велосипедам. Он, кстати, классный мастер по батареям. Меня поплавок не видно. Я утром буду ловить. В общем, шло все замечательно. Шашлычки, удочки. Лицензия была у сына этого Юры.
Ну, как-то никто не парился и не ждал, что кто-то может к нам сюда нагрянуть. Я свою удочку тоже туда закинул, но думаю, что она в машине будет лежать, правильно? Делала удочка хотя бы в воде лежать. Думаю, уже утром, когда будет посветлее, что-нибудь там начну ловить. Тут как в операционный, блин, процесс идет. Ну да. Да, что заклюнуло? У этих мужиков тут все полным ходом подготовка к большой рыбе. И она прям уже вот-вот, кстати, наловили они уже там пару штучек, приехали чуть пораньше. Что, у тебя колокольчики там? Не, я ще маю. Ось такі, що причіпаються. Але це замаловато. Вона, блядь, не поспіла, закритла, Я бачив десь в Фейсбуці отакі самі собаки, якась дівчинка, у нього 200. Навіть одного пса, тут три. Шансу немає ніякого. Давай цю поставимо. То 50 грам. 60. Пацани, я вам кажу, Ні, дід я поїсти щось. Юра, кажи їм щось. Чого отак? А як ми її закріпимо? Порве леску. Бутерброд на місці. Все, кто ездили на рыбалку, вы хоть когда-нибудь в такие места ездили без топора? Нет, конечно. Так вот, теперь знаете, что в Италии, если вас кто-то поймает с топором, это уже холодная. 2 топора у нас впоследствии забрали. Что внутри? Здесь вход, да? И там вход? Я взяв рахіві, взяв на фіг, взяв на машину. Вход. Вхід. А, ні, вхід все, цей. Так, відкривається, так. Давай сюди зараз закинемо, я стою. Ого, там еще один вхід. Он бронированный у тебя? Она. Зайди, подивись, дай ще подивись. На, тримайте лапу. Іди двоє. Светятся. Чего они так светятся, я не понял. Что за фигня? Чего они так светятся? А, это они снизу такие. Прикольно. Да, собака? Ты куда пошла? Со мной на разведку? Пока все заняты, может клюнет. И там юные рыбаки. Ой, блин. Сколько я не был на рыбалке? Лет 5. И то днем. Ночью уже лет не помню. Просто не помню. А мені пофіг, я все одно підром буду спати, мені нічого не палать. Я хочу подихати повітрям, я хочу взагалі спати. Ні. Звернув увагу, взагалі я ж в тих батареях, знаєш, я скільки перебрав. Взагалі всьому, все ж ти купляєш в магазині, навіть фірмові речі, от в цих всіх магазинах, там всі батарейки ставлять такі, скажімо, зробив прогулянку, десь батарейки. Все в палатках. А моя палатка тут. У меня же машина-то длинная. Купил матрас.
Да и как-то так, наверное, пересплю. А ну попробуем. День. Супер. Хе-хе. Класс. Я вам скажу, необычно, интересно. Компания нормальная, все трезвые. В плен уже бабочка залетела. Не знаю, как с бабочками этими. Я бы не закрывал бы это. Ничего, спать можно. Завтра в 4 часа рыбу ловить. Поплавок уже видно будет. Бункер. Офігеть, как они противно квакают. Якось не по-українськи. Ну. Не удочка, не мой поплавок. Ничего не видать. Что это за рыбалка? Удочка есть, поплавок не видно. Видите, как все замечательно шло и ничего не предвещало беды. Приехала вдруг машина с рыбнадзором. Denunciate, dopo chiami l'avvocato e paghi 3.000 euro agli avvocati. Allora devi stare zitto allora, no? Dio buono. Ma perché mi devi fare arrabbiare, mi devi fare la voce? Non voglio, siamo venuti, ti ho spiegato tutto, quello che stai facendo e quello che stiamo facendo. E c'hai pure da ridire, sai. Caro mio, però... Allora tu fai vedere, questo devo fare. credo, caro. No, devono sfondare l'attrezzatura da pista. Sì, smontiamo. Scusate, se ho alzato la voce, scusate. Però mi sto cercando di spiegare 100 volte. Non è un gioco, si rischiano 6.000 euro dei verbali fino a di concevenati la pista. Però per noi pure tanti soldi. Non devi pensare prima di farlo. Vedete che noi siamo gentili, siamo... Ascolta, avete fatto una cosa grave. No, noi stasera stiamo... Questo è un tratto riservato. Ascolta, questo è un tratto riservato. Certo che spostiamo. Ascolta, qua c'è un tratto riservato. Tu quando ci potresti proprio sta. Ti stiamo dicendo, state, domani mattina per smontare c'è pure da ridire. Non lo so, ragazzi. Ma cercate di capire un attimo, no? Короче, мы просто не ожидали, что вечером кто-то приедет. А понимаете, эти пацаны рассказывали, что они когда приехали, кто-то приезжал, тоже хотел на этом месте порыбачить. Но место занято, и, видимо, кому-то это не понравилось, куда-то позвонили, что ни хрена себе страньеры приехали здесь, устроили чуть ли не табор. У них были топоры, видели, там забивал колышек топором. Оказывается, это приравнивается к какому-то там оружию. А кто это знал? Ну, то есть, вот для вас, чтобы вы понимали, такие вещи, это не Украина, здесь они запрещены. Палатки тоже ставить нельзя. Палатки только в специально отведенных местах, и платишь 20 евро или что-то типа такого. И Юра сам был в шоке, он говорит, я не первый раз сюда еду, что такая фигня получилась, непонятно. Еще и проблема с лицензией была, что-то там у пацана было неправильно, ну и столько, сколько удочек у нас было на одну лицензию, это слишком было за много. В общем, такой попандос. Ну а это Юра прислал мне субботу-воскресенье, отдыхал с семьей на том же месте, все спокойно рыбачил. Ну, правда, у него уже тоже лицензия, как бы он уже перестраховался, все сделал чики-пуки по правилам. Stiamo recuperando un pesciolino. Un pesciolone, non si sa. Vediamo un attimo che si recupera qua. Eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Ecco qua. Ecco un pesciolone fatto. Черт, блядь, со стаканчиком нравилось копейки. В общем, палатки заставили снять. Оказывается, надо разрешение на палатки брать. Ночью ловить тоже нельзя. Короче, насчитали там всякой фигни. Все, не дали нам порыбачить. Удочки забрали, не забрали. Заставили спрятать. 350 евро штрафа. Ну, что вам сказать? Хорошо отдохнули? Замечательно.
Сколько я там не ездил на рыбалку? Лет 5? Ну, наверное, еще столько не поеду. Самое интересное же. Удочку кинул, ничего не видел, ничего не поймал. Ну, оштрафовали. Ой. Мечом поспал в машине первый раз целую ночь. Он нам объяснял, что здесь утром должны быть соревнования, что место, так сказать, зарезервировано. Никакие спортсмены сюда не приехали, но мы решили, наверное, надо отсюда уезжать. Настроение испорчено, рыбалка тоже. Рыбалка не удалась. Посидели классно. Какая-то разнообразие какое-то. Но сама утренняя рыбалка обломалась. Сейчас непонятно, приедут эти, не приедут. И такое, сейчас, может, съездим на водопад, посмотрим. Тут недалеко. Раз уже воскресенье, и все вылезли. Водопад оказался еще в часе отсюда езды, то есть домой надо было бы возвращаться, это еще 2 часа. Я сказал: хлопцы, я еду на работу, может, щось там умное пороблю. Так что у меня как-то не получается, чтобы я то поеду, ну сейчас рыбалку вот возле меня есть озеро спортивное, 20 евро стоит, раньше 14. Поеду, ни черта не наловлю, там деньги выкинул, время потратил. Ну как потратил? Посидел, отдохнул. Ну, может быть, за эти деньги можно и получше отдых придумать. Ну, пару раз там сомиков привез. А у меня дома корефан, заядлый рыбак. Рассказывает, там видосы мне высылает, что они там бочками этих карпов, лещей-то тягают. А сейчас еще и в интернете, говорит, мамалыга, то уже прошлый этап на пружину. Он говорит, мы там покупаем какие-то боллы в интернете, а то как наркота для того карпа. В общем, ловят на ура. Да, вот этого мне не хватает. Что за грибочками дома можно было сходить, на рыбалочке где-то поездить. Хотя, не знаю, в этом возрасте проснется у меня желание по рыбалкам ездить. Нет, ну пока что я отошел от этого. Ну, видео было бы интересное, наверное, если бы у нас там мы тягали рыбу одну за одной. Ну, видите, так получилось. Зато, опять же, вы будете знать, чего бояться, как это все происходит в Италии. Вообще для палаток есть специально отведенные там на кемпингах места. Место там вы приезжаете, оплачиваете что-то там 22 евро или сколько и ставите палатку. В общем, тоже удовольствие так себе. Это поедь, на бензин потраться, там заплати, еще что-то там на кемпинге, еще какие-то сборы придумают. В общем, не знаю. Напишите, может, вы знаете какие-то хитрые отдыхи, такие места в таком плане. Раньше, я знаю, на море люди ездили, а тут тоже придумали какой-то штраф, чуть ли не до 5000 мне кто-то написал, что по ночам на море нельзя там находиться. Ну, в общем, получается так. Если хотите куда-то поехать отдохнуть, сначала идете к адвокату, консультируетесь и вперед на расслабончике, уверенно себя чувствуете. И так только отдыхать спокойно можно, получается. В общем, дальше следующее видео с работы. Ну, покажу вам немного пейзажей, которые я проезжал под музычку. Пишите ваши впечатления. Всем пока. До следующих видео. Не забывайте лайки, подписку. Easy rider on the highway. Station wagon going slow. Windows open, you are basking in the bluegrass radio. It is easy now to see you with your hand out on the wind. I keep this folded at the corner so that I could not
forget. Folded at the corner so that I could not forget. Pink azaleas by your driveway, shade our leisurely goodbyes. In your terry cotton sweater, with your arms sweeping the sky. It was then I had a knowing. You were waving till the bend. I keep this folded at the corner so that I could not forget. Folded at the corner so that I could not forget. 11 miles on an off day, and your shadow to the coast, past the surf and whitewashed beaches, under cypress trees and smoke, carved like lovers into driftwood. On this moment I depend. I keep this folded at the corner so that I could not forget. Folded at the corner so that I could not forget. Folded at the corner so that